Всем привет! Продолжаем читать книгу «Слова назидания Абая». 1896 год. 34 слово. Все люди знают, что они смертны, но смерть наступает не всегда в старости, и что после этого никто не воскресает. Казахи тоже верят этому, верят слепо, не утруждая себя размышлениями о бренности мира. Веруют они и в то, что есть Всевышний, сотворивший мир, и Он устроит суд, когда наступит конец света, покарает за грехи и воздаст за добрые слова, что и наказание, и воздаяние Его не будут похожи на земные. По их утверждениям, Аллах может наказать человека невыносимо жестоко и вознести невообразимо высоко. Я не верю их словам, потому что они сами не верят в это всей душой, искренне и полно. Люди, принявшие эти два очевидных для жизни исхода, стояли бы выше недостойных хлопот. Достаточно бы творить добро, которое принимается на этом и на том свете. И если склонны не считаться с указанными двумя исходами, то как их после этого возможно наставить на путь истины? И как их вообще называть правоверными, принявшими иман? Тот, кто хочет избежать мучений на том и на этом свете, должен знать: в одной душе не живут одновременно две радости, не бывает двух старостей, двух страхов и двух печалей тоже не бывает. Это невозможное явление, ибо для настоящего мусульманина земные заботы и радости не могут быть знаками и ярче небесных, тех, которые ожидают его после смерти. Но казах, когда поставлен перед выбором между двумя вещами, одна из которых позарез нужна ему для земной жизни, другая обязательно для загробной, возьмет без сомнения необходимую для своего земного существования. Он выбирает, зная, что все в этой жизни быстротечно и никогда нельзя упускать случая. Уповает на милосердие Аллаха, на всепрощение Его, полагается на удачу, на следующий случай. Тогда-то он уж непременно возьмет то, что потребуется на том свете. Как же после этого можно утверждать, что он не променял Аллаха на земную жизнь? Человек человеку друг, потому твое рождение и возмужание, твое устремление к достатку или ощущение голода, твои печали, уклад жизни, телосложение, наконец, твоя смерть не отличаются от природы и судьбы любого другого человека. Ты, как и все люди, сходишь в могилу и гниешь, знаешь, что тебя ждет страшный суд. Твой страх перед бедами и наслаждение дарами обоих миров одинаковы с ощущениями тебе подобных. И разве жизнь кажется тебе длиннее 5 дней? А раз это так, и люди – гости друг друга, если ты сам – гость земной, то почему нужно завидовать чужому достатку и счастью и видеть в другом человеке недруга? Почему вместо того, чтобы просить Аллаха благословить на честный труд, нужно умолять, чтобы Он отнял и передал тебе чужое добро? Разве такой молитвы ждет Аллах от своих слуг? И разве достойно Создателя унижать одного человека ради другого? Может ли иметь оправдание неумеренное рвение доказать свои претензии, если человек не обладает знаниями и умом, чтобы связать хотя бы два слова? Что в нем от человека? 1896 год, 35 слово. Говорят, когда наступит конец света, перед Всевышним предстанут все хаджи, паломники, муллы, суфии, шииты, воины, праведники и щедрые. И говорят еще в судный день людей, которые стали хаджи, мулами, суфиями и шиитами, или были щедрыми только ради того, чтобы пользоваться в народе почетом и уважением, построят отдельно от тех, кто получил эти знания бескорыстным служением Аллаху, посвятив свою жизнь лишь одному – благочестию. И скажет Создатель первым: вы стали на земле хаджи, мулами, суфиями, шиитами и щедрыми, чтобы остальной люд преклонялся перед вами.
называя вас уважаемыми хаджи, почетный мулла, высокочтимый суфий, незабвенный шиит, несравненный щедрый. Это требовало от вас немалого искусства, но всего этого вы лишились. Мир, который вы создали общими усилиями, исчез, а вместе с ним кончилась и сила вашей власти. Здесь иной мир, и не ждите привычного почета, а держите ответ. Я дал вам жизнь, на что вы потратили ее? Я дал вам богатство, на что вы употребили его? Вы без устали говорили о Божьем суде, но всегда лицемерили. Вы проповедовали веру в Аллаха, но всегда без усердия. Вы обманывали людей. Вот на что истрачены жизнь и богатство. И обратился Создатель к тем, которые посвятили Ему свою жизнь. Вы пожертвовали всем ради того, чтобы стать моими истинными слугами и снискать мою признательность. Я доволен вами. Входите в небесную обитель, она открыта для вас. Достойны милосердия и ваши друзья, которые хоть и не смогли стать моими слугами, но относились к вашим деяниям с сочувствием и участием. Возрадуйтесь им. – 1896 год, 36 слово. В хадисе, в котором повествуется о славных деяниях пророка, да одарит его Аллах милостями своими, сказано: «У кого нет стыда, у того нет и веры». Казахская пословица гласит: «Кто познал стыд, тот постигнет и веру». Из этих слов ясно, что стыд – одно из священных чувств. Так что же представляет собой стыд? Есть стыд, обусловленный невежеством людей. Он похож на смущение мальчика, который не осмеливается вымолить слово перед взрослым, или на робость иного взрослого, не решающегося навстречу с именитым человеком просто так, без конкретного к нему дела. Нет у подобных людей вины ни перед Аллахом, ни перед своей совестью. Но не могут они освободить свою волю от невежества. Сами усложняют все. Стыдятся того, чего совсем не следует стыдиться. Настоящий стыд тот, который вызван поступками, противоречащими вере или разуму, или порочащими чье-либо доброе имя. И он бывает двух видов. Первый – это стыд, испытываемый не за свою провинность, а за дела другого. Он вызывается как бы жалостью к этому человеку. Чувство удивления и досады за его проступок, тревога за его судьбу заставляет тебя мучиться. Почему он так поступил? Переживаешь за него? Почему? И что с ним теперь будет? Сострадание движет твоим сердцем. Второй – это стыд, испытываемый за свой собственный проступок, который ты совершил по недоразумению или чрезмерно увлекшись чем-нибудь. И пусть рядом в то время никого не было, но ты понял, что твой поступок унизил твое достоинство или опорочил чью-нибудь добрую репутацию, и тебя мучает совесть. Ты осуждаешь сам себя, казнишься, теряешь покой, не смеешь взглянуть людям в глаза. Люди мнительные в таких случаях теряют сон, перестают есть. Стыд как бы выворачивает человека наизнанку, определяет меру его человечности или подлости. Где тут оглянуться, найти для успокоения верные слова? Бывает, что некогда утереть слезы и высморкаться. Человек уподобляется затравленному псу. Ничего не видит и не слышит. Иногда доходит даже до того, что человек лишает себя жизни. Разве это не доброход или сильно обиженный им человек не простит такого бедолагу? А тот, кто добавит ему мучений, решив еще более пристыдить, наверное, и сам лишен совести. Но люди, которых я вижу сегодня, не то что стыдятся, даже неловкости не испытывают, когда совершают бесчестные дела. Я же сказал, что сконфузился, чего еще надо? Недоумевают они. Или оправдывается. Ладно, ладно, пусть я виноват, но разве ты сам так не поступал? Есть и такие, которые ничто не выведет из себя. Доводы у них такие, что хоть стой, хоть падай. Да ведь никто еще не помер от таких оплошностей, восклицают они. Такие-то вон, что натворили, и то ничего живут. Разве можно сравнить совершенное мной с их преступлениями? Да и причина у меня была.
Что можно сказать об этих людях? Есть стыд в их словах или нет? Если подобное называется стыдом, то как быть со священными писаниями и наставлениями мудрых? В них правда или в словах этих людей? И верят ли они в Аллаха или нет? 1896 год, 37 слово. Первое. Достоинство человека определяется его подходом к делу, а не завершением. Второе. Самые прекрасные мысли тускнеют, пройдя через человеческий устав. Третье. Берясь учить себялюбивого невежду, можно возрадовать душу, а можно и загубить. Четвертое. Помощь разумному возвышает человека, содействие неразумному разрушает. Пятое. Дорожи не тем, что сын отца, гордись тем, что ты сын человека. Шестое. Достойный довольствуется малым, хотя и желает большего. Ничтожный недоволен, даже когда получает с избытком. Седьмое. Тот, кто работает только на себя, превращается в животное, набивающее себе брюхо. Тот, кто трудится на благо человечества, становится избранником Всевышнего. Восьмое. Кто отравил Сократа, сжег Жанну д'Арк, распял Христа, закопал Мухаммеда в верблюжьих останках? Толпа. Значит, у толпы нет ума? Сумей направить ее на путь истины. Девятое. Человек – дитя своего времени. Если он плох, в этом виноваты его современники. Десятое. Будь моя власть, я бы отрезал язык любому, кто утверждает, что человек неисправим. 11. Одиночество – погибель для человека. Все беды валятся на его голову. Однако мир заполняет не только беды, но и развлечения. Кто выдерживает первое и кто не погибает во втором. 12. Кто не бывал в беде, удел слабых терять надежду. В этом изменчивом мире и беда непостоянна. Разве за суровой и снежной зимой не идет лето с полноводными озерами и густым травостоем? 13. Безвреден, кто в гневе кричит. Бойся того, кто в гневе молчит. 14. Непригляден тот, кто безудержен в веселье и опьянел от счастья. Из тысячи лишь одному счастливцу удается сохранить разум, чтобы не предстать перед народом нагишом. 15. Дело ладится умением. 16. Слава – высокая скала. Неутомимая змея взбирается на нее ползком. Сокол взмывает на ее вершину в стремительном полете. Недружный народ хвалит того, кто не дошел до нее, а недалекий верит этому обману. 17. Мир – безбрежный океан, время – неутихающий ветер. Первые волны – старшие братья, последующие – младшие. Таков извечный порядок, и у каждого свой черед. 18. Простолюдин, прославившийся умом, выше царя, вознесенного судьбой. Юноша, подающий плоды своего труда, достойнее старца, торгующего своей бородой. 19. Ненасытный демон среди людей, бездеятельный суфий в кругу лицемеров. 20. Плохой друг подобен тени. Когда светит солнце, от него не убежишь. Сгустятся тучи над головой, его не найдешь. 21. Будь откровенен с теми, кто в одиночестве уважителен к тому, кто в кругу друзей. Остерегайся беспечного, но поддерживай опечаленного. 22. Гнев без силы – вдовец. Ученый без последователей – вдовец. Любовь без верности – вдова. 23. Пока ты не достиг счастья, твои мечты разделяют все. Но вознесла тебя судьба, и твой доброжелатель – один ты сам. – 1896 год, 38 слово. О дети, утешение моего сердца! Все, что я написал о проявлениях человеческого характера и его деяниях,
оставляю вам на память. Прочитайте эти строки без равнодушия, вникайте в их смысл, и ваши сердца переисполнятся любовью. Любовь выдает прежде всего человеческую суть. Осознанной ее делают стремление к истине и обретение знания. Появлению этих качеств сначала способствует непрочность чувств и непосредственный характер, которые даются человеку от рождения, а развитие их зависит от того, насколько благородны родители, честны друзья и мудры наставники. С измальства дети сами по себе не тянутся к учебе, не проявляют охоты к овладению знаниями. На первых порах их приходится либо принуждать, либо привлекать к этому хитростью. И если постепенно, привыкнув к учебе, дети начинают проявлять интерес к ней, если в них появилась жажда познания, лишь в этом случае можно сказать, что они стали людьми. Теперь стоит надеяться, что они овладеют знаниями и используют их для блага людей, научатся отличать добро от зла, сомнительное от достоверного, подлинное от поддельного, познают Аллаха, самих себя и мир. Однако в большинстве случаев дети остаются недоучками, а то и вовсе невеждами, и причиной всему – насилие со стороны родителей и мул, которые убивают в них искренность. Эта потеря оборачивается тяжелейшим несчастьем. Тщетно ждать толку от учебы этих детей, ибо у них уже все неискреннее, и стремление к наукам, и отношение к наставникам, и даже вера в святое учение, иман. Воспитать их полноценными людьми почти невозможно, потому что Аллах – это путь истины, а истина и правда несовместимы с насилием. Разве придет к тебе друг, которому ты передал приглашение через его врага? Когда в душе человека нет любви к Аллаху, то нет и веры в него. Тем не менее, человечество живет, уповая на будущее. Оно надеется на лучших сынов, а не на злодеев, на ученых, а не на невежд. Каковы же настоящие пути истины и правды? Человек овладевает науками и знаниями тогда, когда всем своим существованием стремится к истине и правде, пытается понять самую суть явлений. Разум и вера двигают им, ибо истина от земли, и он идет к ней разумом, а правда от Аллаха, и он принимает ее на веру. Издревле существует понятие наука. Наука представляется людям не как что-то сверхъестественное и отвлеченное, а существующее для блага человека. Не ради Аллаха, а для себя. Поэтому наука оборачивается для каждого человека неповторимостью каждой отдельной науки и увлекает его. Где-то здесь рождается чистота отношений человека к науке, которая в то же время выражает его отношение к Аллаху. Ибо наука – это одно из проявлений могущества Всевышнего, одно из его свойств. Человек, идущий в науку ради богатства, славы и почета, никогда не поймет ее сущности. Больше того, когда человек преследует корыстные цели, он теряет человеческий облик. И наоборот, человек становится сильнее, когда и богатство, и слава, и признание приходят к нему сами как результат его упорного труда. Повторяю, мои слова обращены к тем, кто дорожит честью, кто любит истину и хочет знать правду. Приверженцы ислама должны признать непреложную истину своей веры. Это высшая ступень веры, и она не достигается простым воздаянием молитвы Аллаху. Ты, как и все мусульмане, можешь верить, что Аллах един и нет ему равного, что Коран состоит из его священных назиданий, а пророк Мухаммед – его посланник на земле. Но все это ничего не даст тебе, ибо истоки чистой веры лежат в другом. Чтобы понять, в чем именно, следует уяснить, ради чего существует твоя вера. Ты веришь ради Аллаха или для собственного успокоения? Аллах не пострадает, не станет менее величественным, если ты, скажем, перестанешь молиться. Но и тебе не будет успокоения, если ты почитаешь Вседержца просто потому, что он велик. В своей вере ты должен видеть для себя спасение. Вот тогда оно принесет тебе пользу. Итак, ты веришь в Аллаха и преклоняешься перед Ним. Но Он многолик, и ты, следовательно, преклоняешься перед всеми Его именами
и каждым проявлением Его величия. Имена Аллаха – суть названия Его чудотворных дел. Надо знать об этом. Потом нужно постичь, что означает 8 Его божественных качеств. И если ты назвался правоверным и уверен в своей преданности Ему, то своими намерениями, замыслами и делами старайся быть похожим на Него. Не падай духом, считая по невежеству своему, что это невозможно, ибо точное воспроизведение Его дел действительно немыслимо. Разве можно человеку быть всеведущим, всемогущим, жизнью, зоркостью, чуткостью, волей, речью, Созидателем? А все это проявление Аллаха и Его имена. Видимо, достаточно хотя бы подражать Ему. Создатель наделил человека 8 качествами, подобными своим, хотя и менее сильными. И если бы мы использовали этот великий дар не в угоду Аллаха, мы не могли бы называться мусульманами. Но где пути истинного подражания Ему? Природа Аллаха такова, что она не нуждается в моем описании. Пишу же я потому, что в выяснении указанных 8 качеств или сил нуждается наш разум. Мы познаем Аллаха по мере Его проявления. Познать Его самим невозможно. Даже тайна созидания недоступна мудрейшим из людей, не говоря уже о природе Аллаха. Аллах бесконечен, человеческий разум пределен. Разве возможно предельным измерить бесконечное? Мы говорим: Аллах един, и Он во всем. Нам кажется, что в этих словах кроется большая тайна. Мы слышим в них какую-то неземную значимость, хотя совершенно ясно, что, например, слово «един» никак не выражает великую сущность Всевышнего. Наверное, когда-то это слово казалось пределом возможностей нашего разума и его потолком. Кстати, ученые ведь и сейчас форму существования любого тела в совокупно возможных его видах фиксируют словом «един». Бытие существует во Вселенной, Вселенная существует в Аллахе, а Аллах, как написал Мухаммед в священной книге Хадисе, проявляется в 8 своих основных качествах и 99 эпитетах. В Хадисе пророк Мухаммед не разъясняет своеобразие отдельных назиданий Аллаха, и сейчас они читаются людьми по-разному. Я хочу пояснить в своем слове некоторые свойства Всевышнего и связь их с жизнью людей, или, вернее сказать, границы между Аллахом и людьми. Поскольку сама жизнь – это аксиома, то значит существует и сила, которая ведет человека к определенной им самим цели. Человек спешит что-то совершить в своей жизни, старается чего-то достигнуть, одержать победу в каждом своем начинании. Да разве найдется человек, который желал бы себе поражения или смерти? Нет. Следовательно, человека по жизни ведет воля. Та воля, которая является маленьким подобием воли, одного из проявлений Аллаха. Ты – воля, которая является качеством лишь сознательного человека, поскольку мы говорим о людях, почитающих Аллаха. И если воля, точно так же, как наука, есть одно из проявлений Аллаха, иными словами, есть и воля, и наука являются свойствами одного и того же великого Создателя, и если все 8 божественных качеств дарованы людям, то нельзя ли говорить о человеке, в котором одновременно могут проявляться 2 любых его качества, абсолютно преобладая над остальными? Нельзя ли утверждать, исходя из принятого нами условия, что в любом человеке могут соединиться воля и наука? И если да, то не будет ли это означать могущество человека, вернее, могущество его знаний? Нам известно, что есть ученые и есть мыслители. Не каждый ученый способен подняться до уровня мыслителя, но каждый мыслитель – ученый. Значит, можно говорить о мыслителе, обладающем глубокими познаниями в области многих наук, и, значит, можно утверждать о всеведущности Аллаха, если его мудрость, как мы отмечали, недоступна даже мудрейшим из людей. И я позволяю себе заметить, что смертный в состоянии овладеть могуществом знаний, но силой всезнания обладает только Аллах. Вот в чем его величие, и оно, пусть недостаточно полно, но все-таки верно выражено нашими предками. Аллах един, и Он во всем. Эти слова ясны и ученому, и невежде. Наука идет к людям через слово,
Слово становится понятным через звуки и знаки. На этом основаны следующие три свойства Аллаха: речь, зоркость и чуткость. Можно ли говорить о Всевышнем так уж необходимо проявлять себя речью, зоркостью и чуткостью? Думаю, что нет. И если человеку даны язык, чтобы он имел возможность общаться с окружающими, глаза, чтобы он видел мир, уши, чтобы слышал звуки, то это тоже не означает тождество их с речью, зоркостью и чуткостью. Я не говорю о масштабах, я просто констатирую. Аллах – это внимающий, который слушает, и взирающий, который видит. Но ни одно из созданий Его, в том числе и человек, не может этого постичь. Он говорит словами, но у него нет органа, подобного органам речи человека. Он не сотворил слово, произнес его, и слово дошло до слуха людей. Аллах видит и слышит совершенно по-другому, совсем не так, как человек. Он просто всеведущ знаниями своими. Он сама добродетель и добивается, чтобы люди подражали ему. Как тут не вспомнить о предельности человеческого разума и бесконечности Аллаха? Нетрудно догадаться, что упомянутые три божественных качества даны смертным для накопления разума, ибо разум держится самое главное на земле – созидание. В чем же заключается второе главное свойство Аллаха – всемогущество? В Коране написано: «Аллах един». Он единственный в своем роде, и нет при нем ничего. Он существует вне пространства, и Он создал все посредством своей силы. Священный хадис определяет созидание как одно из 8 основных проявлений Аллаха. Согласиться с подобным утверждением значило бы, что мы считаем созидание таким же древним, как и сам Аллах, и вечным, ибо Аллах никогда не избудет. Но если Всевышний не в силах освободиться от него, то оно будет означать уже его безволие, а природа Аллаха несовместима с подобным явлением. О Созидателе нужно судить по сотворенному им миру. Он сотворил мир удивительно упорядоченным, где любое животное или неживое тело связано с другими, где одно движение вызывает ответное. Мы видим этот мир и любуемся им, принимая его всей душой, и в его существовании и устроенности признаем мудрость всезнающего и силу всемогущего Аллаха. Эти свойства Аллаха, всеведущность и всемогущество, следовательно, тоже должны быть равноценны. Не может быть такого, чтобы одно из них оказалось ведущим, а другое ведомым. Иначе все 8 свойств Аллаха соединились между собой в любом количестве и сочетании, приведут мир к хаосу. Созидание, безусловно, является одной из сил, составляющих могущество Аллаха. По всей вероятности, величие Аллаха потому и безгранично, что знания его безошибочны, а сила неуязвима. А это вытекает из нашего предположения, что созидание руководимо могуществом и подчинено ему. Этим исчерпывается мое доказательство того, что Аллах всеведущ знаниями своими и всемогущ своей силой, а остальные его 6 свойств являются как бы вспомогательными для двух названных проявлений. Но не это главное, что заставило меня писать об Аллахе. Я начал это слово выражением «О дети, утешение моего сердца, и желаю писать о мире людей». Когда видишь человека в этом сотворенном Аллахом мире, где он полагается на ум и волю, на силу своего тела, когда видишь его борьбу за жизнь, его неуспокоенность, то почему-то думаешь о Всевышнем как о существе, подобном человеку. О Всевышнем, который, наделив людей 8 божественными качествами, спокойно взирает на то, как в этом его царстве по-разному идут к истине и воспринимают земные блага, но с одинаковым рвением творят молитвы и ищут пути спасения. Почему выделяются люди, которым как будто известно все, что уготовано им на том и на этом свете? Почему их становится все больше, и мы видим уже целые толпы? Наверное, грешно так говорить, зная, что человек обладает лишь волей, а Создатель недоступен его разуму. Зная, что человек посредством своей воли
овладевает частицей науки, и она подобна капле из океана знаний, являющегося достоянием Всевышнего. Зная, что Аллах не только всемогущ и всеведущ, но и милосерден. И хотя милосердие Создателя не упоминается среди его 8 основных свойств, но оно достаточно ясно выражено такими эпитетами, применяемыми к нему, как всемилостливый, отзывчивый, всепрощающий, любящий, защищающий, покровительствующий, благодетельствующий, дарующий, указующий, непогрешимый. Можно бы сказать, что сам смысл эпитетов говорит в пользу моего довода, но это было бы традиционным доказательством, а милосердие Аллаха, как мне кажется, требует логического обоснования. Мир удивителен. Неживое тело не чувствует боли, а живое поддерживает жизнь уже разумных существ, людей. Животные не будут держать ответа на страшном суде, а человек обязан отвечать за свои поступки. Творец поставил человека на 2 ноги, чтобы он был высок, установил голову на плечах, чтобы он мог видеть далеко, дал 2 руки для труда. Человек не наклоняется, как животное, к пище, а подносит ее к рту рукой. Ему даны нос, чтобы чувствовать запах еды, и глаза, чтобы видеть ее чистоту. Глаза царинок оберегаются веками, веки продолжены ресницами, но и они бессильны против пота, стекающего со лба. И потому человек имеет брови, лицо человека красиво. Аллах призвал людей к общему труду, и поэтому одному дал ум, другому красноречие, третьему волю. Разве не чувствуется во всем этом любовь Создателя к человеку? И разве не долг человека отвечать на эту любовь взаимностью? Приглядитесь и вдумайтесь. Солнце нагревает землю, заставляет испаряться реки, моря и океаны. Испарения образуют тучи и возвращаются на землю благодатным дождем. Земля покрывается зеленью и расцветает цветами, ласкающим глаз. Наливается соком сахарный тростник. Созревают плоды, разрастаются деревья, укрывая птиц и зверей. Рождаются ключи и бьют родники. Образуются новые реки или разливаются старые. И вода течет в озера, моря и океаны. Вода утоляет жажду всего живого. В глубинах ее размножаются рыбы. Солнце греет землю. И весь этот удивительный мир предназначен для людей. Земля одаривает их хлебом, плодами и фруктами, хлопком, коноплей и другими богатствами. Птицы дают им пух, мясо и яйца. Животные – мясо, шерсть, шкуру и рабочую силу. Водоемы – рыбу, а рыба – икру. Даже пчелы трудятся для людей, собирая мед и вырабатывая воск, а черви придут шелковые нити. Цветы умиротворяют людей своим ароматом. Ничто из указанных богатств не служит своему Аллаху, ибо Он властелин мира и ни в чем не нуждается. Миллионы хитроумных машин и фабрик созданы невероятным усилием людей, трудятся на благо же людей. Разве не видана во всем этом любовь Аллаха к людям? И разве не долг человека отвечать на такую любовь взаимностью? Всевышний не допустил того, чтобы люди из-за ненасытности своей уничтожили всех животных, и тем самым принесли вред будущим поколениям. Он сделал так, что люди вынуждены оберегать животных своей же жадностью, а зверям или птицам для спасения дал силу, быстрые ноги и стремительные крылья. И теперь одни живые существа селятся на неприступных скалах, другие обитают в темной глубине вод, третьи хоронятся в густой чащобе леса. И все они стремятся к размножению и наделены неистребимым инстинктом защиты своих детенышей. Нет, Всевышний не сделал людей полновластными хозяевами земли. Он лишь позаботился о том, чтобы не переводилась их птица и не могла прекратиться жизнь. Великая справедливость стоит за всеми этими удивительными свершениями Всевышнего. Итак, всемогущий Аллах всеведущ, справедлив и милосерден, и мы, правоверные, во всем следуя Аллаху, должны бы тоже обладать 3 аналогичными силами – знаниями, честностью и состраданием. То есть мы обязаны были поставить себе целью овладеть науками,
постоянно думать о своем человеческом достоинстве и, творя добро людям, стремиться стать подлинными мусульманами. Но всегда ли поступки людей справедливы и ясны? Нет. Они придали забвению эти божественные качества нашей веры. Каждый почему-то хочет, чтобы другие были справедливы к нему и делали ему добро, но сам не делает этого. Это ли не глумление над верой? Люди сбились с пути, указанного Всевышним. Священные слова пророка «Подумай о величии Аллаха» и «Воистину Аллах любит справедливых людей» никем не принимается с должной искренностью и надлежащим старанием. В благочестия полны аяты, стихи Корана, но люди забывают о нем. Вот что говорит Коран. «Совершайте добрые дела и призывайте к этому других, ибо Аллах любит людей, склонных к благодеянию». И дальше. Есть люди, которые верят в Аллаха и совершают добрые дела. Им навечно уготовано место в раю. Разве не верны требования Корана? Поскольку Аллах с любовью сотворил тебя и окружающий тебя мир, то и любовь твоя к Аллаху должна быть деятельной. Ты обязан быть честным. Следующий аят гласит: «Но есть люди, которые верят в Аллаха, совершают добрые дела лишь потому, что знают, Аллах не прощает злодеев». Понятно, что поступки подобных мусульман противоречат сущности благодеяния, хотя и будут называться добрыми. У этих людей отсутствует совесть. Великий пророк Мухаммед, да воздаст ему Аллах мудрости сполна, писал: «У кого нет совести, у того нет и веры». Здесь мы еще раз убеждаемся, что настоящая вера достигается не простым воздаянием молитвы. Изнурять тело молитвами и постами может быть и необходимо, но истоками истинной веры, безусловно, являются сознательность, честность и сострадание. Маленький пример. Если человек, не отделяющий себя от народа, желает дружбы своего народа с другим, то уже это одно говорит о нем, как о сознательном и честном человеке. Разве его мысль не начало благодеяния? И разве этот человек не чист перед своей совестью тем, что желает людям добра? А чистое намерение – основа веры, и ею надо дорожить. Как говорит суфий Аллаяр, бывает одна особенная истина, которую ставишь выше 100 других. Так и вера должна быть для людей превыше всего. Мы пришли к выводу, что истинно верующий должен обладать тремя качествами – знаниями, честностью и состраданием. Вера зовет его к слиянию с Аллахом, и он стремится к всеведущности, к всесведущности, справедливости и милосердию. К чему же, в конце концов, ведут эти три силы? В чем совершенство человеческого разума? Где пределы духовного развития? В каких формах предстанет совершенство? Это субстанция неизмеримая и высшего. Это истина, разум и благо. Достижимы ли они? Да, все три силы, ведущие к ним, заложены Аллахом в каждом человеке. В разной степени, разумеется. Но развитие этих сил или свойств зависит уже от самого человека. Совершенство каждого из свойств и гармоничное сочетание их достигается усреднением и усердием и преданностью науке, вере, жизни. Обладателями трех божественных сил прежде всего были и есть пророки, потом аулие, святые праведники, потом ученые-богословы, и за ними идут уже настоящие мусульмане. Праведники первыми после пророков прониклись любовью к Всевышнему и привели это чувство людям. Но и пророки, и праведники отреклись от земных благ и думали больше о загробной жизни. У них и мысли не было об имуществе или хлебе насущном. Только такой путь, считали они, ведет людей к духовному совершенству. Ученые же, наоборот, во все времена заботились о земных благах, ибо без религии, науки и ремесла, полагали они, невозможно достичь гармонии в жизни. Можно сказать, что и пророки, и ученые стремились в сущности к одному, хотя и разными путями. Мне кажется, что обе эти группы, следуя своим идеалам, в известной степени принесли себя в жертву.
Во-первых, если бы человечество встало на путь веры и, по примеру пророков и праведников, отреклось от земных благ, то мир пришел бы в немыслимое запустение. Кто бы тогда пас скот, шил одежду и сеял хлеб? Кто бы искал и осваивал богатство недр? Не говоря даже о прегрешениях и проступках, неугодных Аллаху. Уже один отказ от земных даров был бы неразумен и неблаговиден, ибо Всевышний сотворил их именно для счастья людей. Подобный шаг, наверное, был бы даже преступным перед жизнью. Во-вторых, последователи пророков рисковали бы и вовсе сгинуть с лица земли под гнетом иноверцев, а они наверняка были бы завоеваны. Самые нетерпеливые нашли бы скорую смерть, а терпеливые превратились бы в покорных рабов. Где было бы тут думать о духовном совершенстве? Может быть, этот путь предназначен не для всех мусульман? Но о какой правде может идти тогда речь, если правда существует не для всех, а для какой-то части народа? Ее нельзя связывать с природой Аллаха. Народ, который не имеет великой цели или общей правды для всех, духовно мертв. А там, где нет полнокровной жизни, не может быть и совершенства. Но оказывается, не все святые отреклись от земных благ. Трое из сопровождавших пророка святых, Габдурахман ибн Гауф, Сагид ибн Абудкас и Хазрет Гусман, были известными богачами. В чем же дело? Причиной аскетизма святых, как мне кажется, было неверие в свои силы, возникшее из опасения, что мирские удовольствия ослабят их веру. Но это могло быть и своеобразным приемом, при помощи которого святые хотели заглушить в людях стремление к обогащению. Святые неслыханным аскетизмом изводили себя и, должно быть, верили, что их самопожертвование послужит примером для масс. И хотя их попытка обратить усилия и помыслы мусульман к таким понятиям, как справедливость, благодеяние и преданность Аллаху, были продиктованы любовью к людям, они все же дошли до крайности, и путь этот оказался непрочным. Совершенства здесь могли добиться люди, сознательно обрекшие себя на мучительную жизнь. История показала, что редко кто отважился на это. Тут требовались люди одержимые, твердые духом и крепкие телом, до фанатизма преданные Аллаху, обладающие к тому же упорством ученого и беззаветно любящие людей. Почти немыслимое дело, чтобы средоточием всех этих качеств был один человек. И когда все же такой человек объявился, он оказался пророком, гением, а иногда носителем непостижимого зла. Безнравственен тот, кто считает, что любит Аллаха и поэтому постиг веру. Во-первых, нельзя уподоблять человеческую любовь в привязанности животного. Во-вторых, даже если ты стал мудрецом или ученым-богословом, это еще не значит, что ты познал Аллаха. Между начитанностью и настоящими знаниями, по-моему, такая же разница, как между самой наукой и внешними признаками ее, когда зачастую красноречие выдается за мудрость, а энергичные, быстрые и хорошо соображающие люди сходят за ученых. Аллах ничего не создал без повода, и если люди стремятся познать сущность сотворенного им мира, то эта тяга тоже определена Всевышним. От познания мира люди обращаются к постижению природы самого Аллаха, и, быть может, тогда рождается любовь к Нему, ибо люди прежде всего уясняют то, что Аллах сотворил их, любя и сострадая. Грешно, не поняв всего этого, уверять окружающих в своей любви к Аллаху. Мудрецом или мыслителем можно назвать тех, кто своим учением, размышлениями, опытностью дошел до осознания высших духовных сил и обязательно соединяет в себе любовь и правду. Без подобных людей мир превратился бы в хаос. На пути установления истинного и ложного определения причинности явлений, на пути мучительного искания благ для всего человечества мыслители забывают не только радости, но и все удобства жизни. Самые лучшие человеческие творения создаются их умом. Их дела земные, но лишь на ниве их творчества утверждаются понятия о загробной жизни. И если
богословие и оккультные науки рождают слепую веру, то разум мыслителей сеет веру истинную, сознательную. Но не все мудрецы этого ряда являются мусульманами. Большинство из них познало природу и человеческий характер, не постигли истинной веры. Один из этих мудрецов не признает Аллаха, другие не принимают условий имана, третьи сомневаются в божественном начале 8 основных качеств человека. Однако наиболее пытливые из них нашли электричество и пути его использования, научились ловить молнию, держать связь на далеком расстоянии. Они подчинили своему разуму силу огня и воды, заставив их работать на человека. И самое главное, они умеют направлять ум сотен людей на полезные дела, и потому мы обязаны им. Великий пророк Мухаммед, да одарит его Аллах милостынями своими, писал в священной книге: «Хороший человек тот, который приносит пользу людям». Мудрецы, по моему убеждению, из таких людей. Нынче этих мудрецов называют тоже учеными, но следует отличать их от ученых-богословов. Теперешние муллы не терпят ученых, но особенно они не выносят мудрецов. Это выдает невежество священнослужителей, склонность их к низменным вещам. И действительно, большинство мулл, научившись арабскому и персидскому языкам, начинают соперничать друг с другом, и движимые гордыней мечтают лишь о том, как бы возвыситься. Для достижения своей цели они используют любые средства. Но самое плохое то, что они обманом и хитростью сбивают людей с толку. Вот и судите после этого, какая от них польза. Я бы сказал, что муллы превратились в недоброжелателей своего народа. Муллы, если желают сделать для людей что-либо полезное, должны прислушаться к словам правды. Для этого, прежде всего, надо уяснить себе, что преследование правдивого слова – позорное явление. И не только позорное явление, а преступление, потому что правда именуется еще истиной, а истина – это Аллах. И прежде чем бороться против ученых, постарайся понять, против чего в их лице ты восстаешь. Пустое себелюбие, равно как и любое другое проявление эгоизма, погубило на этом свете ни одного человека. Мало поэтому стать муллой, надо стремиться быть человеком. Великий Мухаммед, да одарит его Аллах милостями своими, однажды сказал: «Когда наступит конец света, один день по своей тяжести покажется людям целым годом». Мюриды задумались над его словами и спросили они пророка: «От восхода до захода солнца правоверные молятся 5 раз. Сколько же раз надо будет молиться в тот день, о котором вы говорите?» Пророк Мухаммед, говорят, ответил так: «Это будет известно ученым-богословам того времени». Выходит, пророк не считал обряды чем-то незыблемым, а признавал их обновление. Знают ли об этом муллы? Впрочем, какой из этого толк? Ведь наши медресе обучают точно так же, как и в седую старину. Знания, получаемые в них, не отвечают духу времени и никак не могут быть применены в жизни. Потому муллы и проводят все дни в бесполезных спорах и мелких дрязгах, соперничают и преследуют друг друга. И это происходит в то время, когда, например, в Османии уже давно открыты учебные заведения, где молодых людей обучают различным наукам, построены сотни военных и других специальных школ. У нас же немало лет тратится на заучивание бесполезных положений, и из медресе выходят невежественные и пустые люди, которые истинное богослужение сродни труду превращают потом в охоту за человеческими душами. Естественно, что их деяния на поприще мулл не приносят ничего, кроме вреда. Красота мира облагораживает человека, а нужда порой превращает человека в животное. Поэтому отстранение от науки, разъясняющей смысл мироустройства, выдает крайнее невежество, что осуждается и в Коране. Человека уничтожает богатство, направленное на то, чтобы возвыситься,
но облагораживает достояние, которое дает ему возможность быть независимым от прихоти других и творить благодеяния. Мы не вправе использовать науку ради обогащения. Богатство следует употребить для приобретения знаний. Искусство является неоценимым достоянием людей, а сам процесс постижения искусства вызывает высокое побуждение. Но и науку, и искусство необходимо использовать для справедливых, благих дел. Их нельзя противопоставлять вере, ведь долг человека – творить добро. И здесь он должен полагаться на себя, а не на других. Оставим в стороне мул и их невежественное отношение к ученым, приумножающим науки. Есть священнослужители, облегченные большой властью, чем мулы. Эти ишаны, направляющие работу мул целого уезда или даже губернии, ишаны все без исключения окончили медресе, те самые, о которых уже шла речь. Философия их схоластична, и поэтому вреда от них даже больше, чем от невежественных мул. Ишаны считают себя истинными проповедниками веры, хотя они, как легко заметить, безнадежно отстали от жизни, и если добавить к этому сумму их познаний, то становится совершенно ясным, что вовсе не их удел считать себя духовными исцелителями людей. Их доводы четки и челма. В словах одна ложь, потому и опоры их глупцы. Так знайте же, дети мои, что вера безгранична, и никто из смертных не в силах ее познать до конца. И тот, кто решительно и с полным сознанием вступил на этот путь, может называться истинным мусульманином. Советом ли или имуществом он отныне обязан творить добро ближнему. Если он посвятит благодеянию всю свою жизнь, то можно надеяться, что он станет ближе к Аллаху. Но есть люди, помыслы и дела которых направлены на то, чтобы жить в роскоши и красиво одеваться. Они из кожи лезут, чтобы выставить себя как на базаре и сорвать похвалу в свой адрес. Или вызвать чью-нибудь зависть. Но что с того, если кто-то будет завидовать их нарядам? Преследовать в жизни только личные выгоды значит быть ограниченным человеком. Не от большого ума идет желание человека обладать всеми благами мира. Достоинство человека определяется не внешностью и достатком. Аллах судит о человеке по его сердцу и уму. И люди, которые избрали богопротивный путь, ровно как и люди, которые завидуют им, вряд ли когда-нибудь станут полноценными. Если они и поумнеют, то должно быть благодаря помощи людей невероятно добрых, обладающих какой-то особенной силой. Всевышний создал мир по законам прекрасного, а людей с благодарным стремлением к совершенству и продолжению рода. Одной из важных предпосылок совершенства является дружба. В ней люди обязаны видеть свой долг, но долг этот выполним только тогда, когда человек склонен к дружелюбию. Если твое расположение к кому-то вызвало ответное чувство, и если ваша дружба, основанная на взаимном уважении и любви, переросла в привязанность друг к другу, то эту дружбу можно считать настоящей. Прекрасно, когда такая дружба связывает большой круг людей. Бескорыстная чистая дружба исключает какое бы то ни было чувство неприязни, эгоизм или попытку человека завоевать себе славу в глазах других, скажем, острым языком или из ряда вон выходящим поступком. Имеется 3 способа выделиться, обратить на себя внимание. Первый заключается в том, что человек, столкнувшись со злом или несправедливостью, не опускается до уровня тех, кто творит зло, а всеми силами противостоит им. Это человек со светлой душой, и его стойкость вызывает уважение. Второй состоит в том, что человек изо всех сил тщится поставить себя выше других. Это сводит на нет человеческую красоту, разрушает личность. Третий способ состоит в том, что человек избирает зло своим оружием. Он чинит людям неприятности, уничтожает их, если у него в руках власть, оскорбляет, если они слабы. Этот человек с темной душой, и его поведение оборачивается для него враждебностью людей. Вообще, стремление отличиться во что бы то ни стало рождается себялюбием.
что является чертой характера людей, неспособных к дружбе. Себялюбие делает человека завистливым, зависть его озлобляет других, ему подобных, и таким образом люди теряют покой и становятся недругами. Есть три вещи, которых следует избегать, ибо они способны унизить весь человеческий род. Это невежество, ленность и злодеяние. Невежество – суть отсутствия знаний, а без знаний ничего не приобретется в этом мире. Не стремиться к знаниям значит уподобиться животному. Ленность – враг всего, что именуется созиданием. Она, в свою очередь, рождает безинициативность, малодушие, бесстыдство и нищету. Злодеяние античеловечно. Тот, кто одержим сделать зло людям, теряет свою человеческую сущность и превращается в дикого зверя. Противостоять этим порокам и искоренить их возможно любовью, которую ты испытываешь к родному народу, желанием всеобщего благоденствия, крепостью духа и знаниями, которые помогут тебе добиваться справедливости. Твои познания и дела тогда окажутся полезными и выведут на путь истины, если ты всегда будешь иметь перед собой примером чудотворную силу Аллаха, который сотворил для человечества этот упорядоченный и гармоничный мир, трудясь без устали и усердно. И надо трудиться, надеясь на возможности своих рук и мыслей тоже как на чудо, верить, что каждое твое дело пойдет на пользу народу. Без этой веры и надежды ты никто, тебя хватит ненадолго. Не быть рабом Аллаха значит не быть полезным людям. Да, Всевышний ничего не создал зря. Все созданное им логично, имеет добрый смысл и разумно связано с другими его творениями. Науки, например, олицетворяют развитие людей, путь народов к прогрессу, путь познания людьми Аллаха, природы, самих себя. Долг, прежде всего, понимается как высокая нравственная категория, как обязанность человека совершенствовать благодеяние. Говорят поступок, и обязательно думаешь, что человек должен поступать законно, разумно, по совести. Говорят стремление, и веришь, что оно будет направлено к доброму, возвышенному, прекрасному. Пророк Мухаммед, да одарит его Аллах милостями своими, писал в хадисе: «Без стремления делать добро не бывает доброго дела». И если главное в том, чтобы сперва выработать в себе стремление делать добро, значит ли это, что для постижения Аллаха нужно обязательно соблюдать все обряды, требуемые муллами? Ведь сам пророк, как мы выяснили, не считал обряды чем-то незыблемым. Не идем ли мы по ложному пути? Хорошо, вы совершаете омовение, молитесь, держите пост. Вы стремитесь к воздержанию от мирских и чувственных отрад. Но действительно ли все это дает вам успокоение? Скажем даже так, внешне вы спокойны, невозмутимы, но так ли спокойна ваша душа? Совершаемые вами обряды тогда искренни и полны смысла, когда вы всем существом признает в Аллахе правду. И омовение, и молитвы, намазы и пост являются лишь внешним проявлением убежденности. Но если вы не прониклись безграничной верой в Аллаха, то не превращаются ли эти обряды в величайшее выражение человеческого лицемерия? Может быть, правы те ученые-богословы, которые утверждают, что есть одна вера, настоящая, и она не делится на осознательную и слепую. Ведь обряды, по их мнению, являются лицом веры, украшают ее и только потому необходимы. Я уверен, редко кто интересуется истинным назначением обрядов. Раньше они служили для сохранения чистоты веры. Служат ли они этому и сегодня? Наверное, все-таки глупо, когда люди, по настоянию мул, а мы знаем уровень их образования, молятся ради того, чтобы не казаться неверующими. Но в чем заключается сущность молитвы? Правоверный сперва освобождает тело от испорожнений и совершает омовение. Становясь на молитвенный коврик, он проводит смоченной в воде ладонью по носкам и подъему ичигов, показывая всем, что он чист и совершил омовение. Потом точно так же проводит ладонями по лицу и шее,
имитируя умывание. Надо отметить, что все движения рук идут сверху вниз, так как стекла бы по телу вода, если бы он мылся. Теперь совершающий намаз готов к общению с Аллахом. Он трогает пальцами уши, и это тоже знак. Знак того, что он признает свое ничтожество перед Аллахом, и не смея воздевать руки к нему, ибо Аллах везде и нигде. Он весь как бы превращается в слух, взывает его к помощи, чтобы Аллах удержал его от соблазнов. Ибо он погряз в мирских грехах, затем покорно складывает перед собой руки. Раб стоит перед всемогущим повелителем и молча уверяет его в своей покорности. Оборачивается в сторону Мекки, ибо там родилась великая вера, и он надеется, что его молитвы будут услышаны Аллахом. Он читает молитву, начиная ее с суры Фатиха, восхваление Всевышнего. Разъяснять эту суру – долгая история, да и взялся я прокомментировать лишь внешнюю сторону обряда. Молитва продолжается. Руки прижимаются к коленям и кладется первый поклон. Им как бы говорится, что молящийся непосредственно предстал перед Аллахом. Опускается на колени и касается лбом земли, повторяет поклон и выпрямляется. Великолепное выражение мысли, что он человек, вышел из земли и уйдет в землю, что он продолжит жизнь в потустороннем мире и в конце концов предстанет перед страшным судом Всевышнего. Молитва приближается к концу. Последнее коленопреклонение – еще одно приветствие, еще одно выражение своей признательности Аллаху, и еще одна просьба, чтобы Аллах одарил милостями своими пророка, который придет к людям. Молитва закончена. Творцу принесены покаяние, любовь, благодарность его раба и просьбы за будущее всех мусульман. Состоялось душевное откровение. Вот как выражается человеком его вера. Пожалуй, достаточно, чтобы обратиться к себе. Что же мы уяснили из этого слова? Вот мы и прочитали очередные слова Абая. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не потерять канал. Всем пока-пока.